чего такая задумчивая? Да, серьезно. Поздравляю, тебе дали работу. Здорово. А что за работа? А, это ты рассказывала, я помню, что ты проходила практику, да, и тебе там предложили поработать. Слушай, ну здорово. Поздравляю. И как ты? С этой новостью ты когда будешь начинать? А, прикольно. Уже со следующей недели. Ну так как ты себя чувствуешь? Все-таки первая работа. Ну, слушай, ну не переживай так. В конце концов, это не значит, что это твоя работа прям одна на всю жизнь. Если тебе там не понравится, тебя же никто не будет насильно держать. Просто возьмешь, уволишься, просто попробуешь. Понравится, останешься, не понравишься, нет. Ну да. Ну, я понимаю, да, что ответственность, что переживаешь там из-за обязанностей. А что ты будешь, кстати, там должна делать? Ну, да, конечно, понятно, что страшновато, когда новая деятельность, причем уже прям работа. Но послушай, во-первых, мне кажется, тебе никто не будет давать что-то прямо сложное сразу. Они понимают, что ты без опыта. Во-вторых, даже хирурги когда-то проводят свою первую операцию, а ты не хирург. Так что это у хирурга нет права на ошибку. Ну, как минимум, в твоей работе, если ты ошибешься, ничего страшного не будет. Но, с другой стороны, мне кажется, нет ничего страшного в том, чтобы с кем-то посоветоваться или еще что-то. Опять же, они ведь понимают, что ты новенькая, что это твоя первая работа, что тебя взяли с практики, все это знают. Ты там не притворяешься какой-то опытный или еще что-то. Ну вот именно. И знаешь, мне кажется, ты можешь делать, пока ты не уверена. Просто начать с самого простого, что ты точно уверена. Может быть, это какие-то самые примитивные вещи. Может быть, ты поначалу не будешь супер выдающимся работником, но ты будешь делать то, в чем ты уверена на 100%. И там минимальный способ как-то накосячить или кому-то, ну, как-то что-то подпортить. Даже ненароком. Мне кажется, это для начала самый надежный способ. Угу. Ну да. Ну и опять же, тебе там сколько будут платить? Сколько? Ну, наверное, для начала это действительно и нормально, но по факту уже совсем немного. Ну, я понимаю, что звучит не очень ободряюще, но я к тому, что я считаю, что твой труд уже стоит больше, чем вот эти деньги. Поэтому тем более ты, главное, ну, как бы ты рассматривай эту работу как получение опыта. Потом не понравится, уйдешь и найдешь что-то лучше уже с тем опытом, который у тебя есть, ты указать его сможешь. И в целом будешь себя чувствовать увереннее на лучшей работе. А эта работа как раз идеальна для тренировки, как раз где все знают, что ты без опыта. Ну, конечно, да. И знаешь, главное, не бойся менять работу, если что. Потому что я понимаю, когда там ипотека или какие-то у тебя там дети маленькие, или еще кто-то там на иждивении находится, или, ну, снимаешь жилье, как бы нужно каждый месяц платить, нет свободных денег. Но если не такая ситуация, то я считаю, что не нужно бояться менять работу. Не нужно сидеть годами на той, которая тебя просто убивает и забирает у тебя все силы, всю радость жизни. Потому что, ну, как бы работа — это то место, где ты проводишь больше всего времени. Ну, неважно, удаленное, не удаленное. Это то, чем ты занимаешься большую часть жизни. И представляешь, оглянуться потом и вспомнить, что всю жизнь ты просидел на нелюбимой работе. Поэтому, мне кажется, не нужно бояться менять работу. Да и даже если у тебя есть какие-то обязательства и ответственность, ну, хотя бы искать что-то другое, чтобы было куда уйти. Потому что, если ты не займешься этим, то так и будешь на нелюбимой работе. Поэтому просто не переоценивай значимость работы. Первая работа — это круто, интересно, здорово, это опыт, какие-то знакомства, какие-то деньги, в конце концов, но это все еще просто работа. Это не является какой-то частью твоей личности. Ты не станешь какой-то там неудачницей, если вдруг захочешь уйти. Это абсолютно нормально. Люди меняют работы, меняют специальности. Поэтому все нормально. Как бы не переживай. Это просто относись к этому, как вот ты решила попробовать. И очень здорово, что решила попробовать, когда учишься еще в универе. Типа не будет такого, что закончила универ и такая, а что теперь делать, как бы, и учебы уже нет. И надо устраиваться на работу, еще опыта никакого нет. Вот, так что я считаю, что это очень здорово, что ты вот решила на середине учебы попробовать. Угу. Да.
свой личные границы. Если вдруг тебя будут нагружать работой, которая не входит в твои обязанности, или с тобой будут как-то, ну, знаешь, я надеюсь, что все будет хорошо, но бывает, у меня вот было такое, что там начальник с тобой как-то по-хамски разговаривает, он не должен так делать, или просто цепляется к тебе без повода, просто вот почему-то, и, ну, как бы расставь сразу границы, и как бы обозначь, что там ты это сделаешь, но это не входит в твои обязанности, поэтому ты сделаешь за премию, например, а иначе как бы, ну, это не твоя работа. Либо, если с тобой кто-то, ну, плохо разговаривает, скажи, что не разговаривайте со мной так, пожалуйста, в таком тоне. Как бы, знаешь, если человек адекватный, он поймет. А если нет, то зачем это терпеть, зачем так, ну, такая работа? Я надеюсь, я тебя не очень запугала. Но я просто к тому, что нужно помнить о себе, о самоуважении, и что работа – это просто работа. Работы много. Даже если иногда кажется, что это не так. Но чем быстрее мы посмотрим вокруг и начнем ценить себя, понимать, какие у нас есть качества, что нам важно, и тем, мне кажется, быстрее мы найдем то, что нам нужно, и тем лучше мы будем жить по итогу. Потому что я, ну, знаю примеры, когда на нелюбимой работе люди даже зарабатывали много денег, но они их просто уже спускали на всякую фигню, чтобы снять стресс от этой работы. И по факту у них все равно ничего не оставалось. Поэтому мне кажется, что лучше начать там, где тебе нравится, и пусть там будет сначала немного, но, во-первых, тебе будет проще работать на работе такой, потому что то, что тебе нравится, не будет так тебя изматывать, тебя не будет так не удовлетворять зарплата, потому что на многих работах зарплата сначала небольшая, но как минимум тебе, ты будешь заниматься тем, что тебе нравится, а потом ты будешь становиться в этом все лучше, лучше и лучше, и сможешь получать за это больше. Мне кажется, вот у меня в какой-то момент было такое, что я почувствовала, что моя работа идет вразрез с тем, чем я хочу заниматься, с моим хобби. Я шла на работу и думала, блин, если бы я сейчас оставалась дома, я бы позанималась своим хобби, и я посчитала, что у меня день прошел намного полезнее, чем вот это сидение там. И мне кажется, такого не должно быть. Я в какой-то момент стала чувствовать, что я деградирую на работе. Мне кажется, что это уже плохо. Мне кажется, работа — это не то место, где ты должен деградировать, потому что, опять же, это место, где ты проводишь больше всего времени в жизни. По-хорошему, если это полная занятость. Но я не хочу тебя грузить. Просто я хочу, наоборот, чтобы ты шире на это смотрела и не боялась, не помнила, что это вообще-то не они тебя выбрали, это ты еще подумала и решила, что окей, ладно, я к вам схожу. Нет, они тебе предложили, да, но ты подумала и сказала, ну хорошо, ладно, я выберу вас, я посмотрю, как у вас. Ну вот именно, вот и все. Все будет хорошо, не переживай. Я уверена, что все будет отлично. И главное — верить в себя. Потому что когда не веришь в себя, тогда надеешься на обстоятельства. А если ты веришь в себя, то ты знаешь, что ты с ними справишься, и все будет хорошо. И даже если нет, ты с этим справишься и сделаешь так, чтобы у тебя в жизни так